Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как я вязала воротник шевалье спицами. Вязала этот воротник из пряжи Alize Forever. Это турецкая пряжа, 96% микрофибра акрил и 4% металлик, то есть люрекс добавлен. Рекомендованные спицы от 2 до 3,5. Так, в 50 граммах 280 метров. Сразу хочу предупредить, воротник не маленький. Вот по большой части, по самой длинной меряем 10,5 сантиметров. Вот это надо учесть, потому что воротник детям вязать с маленьким плечом нельзя. Воротник будет свисать. Ну, там вы уже смотрите. Поэтому его вязать нужно очень тонкими спицами и тонкой пряжей. Вот есть 1,5 миллиметра спицы, а у китайцев есть еще тоньше. Есть круговые тонкие спицы. Вот. Поэтому, если у кого есть желание его связать, надо это учитывать. Что хочу сказать. Вязать нужно обязательно образец. Если вы захотите вязать этот воротник на какое-то изделие, там на платье или на кофточку какую-то однотонную, ну, не знаю, на любое изделие, но ворот там не круглый, а, допустим, вот смысл, вы хотите вот сюда связать, да? Вам для этого что нужно сделать? Возьмите конкретно это изделие, вот, сложите по этим частям. Так, берем бумагу. Ну, это у меня маленькая бумага. Вы возьмите газету побольше. И в зависимости от того, где у вас будет разрез, вот, допустим, у вас впереди разрез, значит, спинку кладете на сгиб. А здесь у вас разрез будет с этой части. Расправляете, укладываете аккуратно. Затем берете карандаш и обводите. Затем вы связали образец. Знаете, какая у вас длина, и столько же отступаете. Вот у меня 10,5 сантиметров. Вот 10,5 сантиметров отступаете. И вот так заканчиваете схему. Вот, затем вы разворачиваете, и у вас получается полностью вырез, по которому ляжет воротник. Если вы хотите, чтобы у вас разрез был сзади, значит, берете свое изделие, и вот эту часть, двойную, вот эту, укладываете сзади на спинку. И точно так же обводите.
И тогда у вас впереди будет вот эта часть. А вот эта часть будет на спинке. Вот здесь. Украсить можно вот такими пуговицами. Можно использовать вот такую пуговицу. Но для этого нужно использовать бисерину. Потому что здесь одно отверстие. Вот, прокалываете иголкой через пуговицу, через бисерину, возвращаете обратно. С этой стороны подкладываете спичку и делаете ножку, чтобы она не вплотную пуговица была, а чуть-чуть приподнята. Вот. Вот здесь типа планки есть. Определяете, на какую сторону, и делаете пуговицу. Здесь можно петельку сделать, застежку. Ну, это уже ваша фантазия. Вот. Есть готовые пуговицы. Под цвет подобрать, расположить их. Или так, или так. Вот. Есть круглые пуговицы, уже у них ножка есть. У меня не было цвета подходящего, ну, можно подобрать. Благо сейчас выбор большой в специализированных магазинах. Можно на Алиэкспрессе заказать. Так, что еще можно сделать? Вот здесь у нас двойные столбики. Вот они. Можно найти узкую тесьму под цвет. И между ними, вот между этими столбиками, протянуть тесьму. Можно взять узкую атласную ленту и пришить. Вот здесь пришить, здесь пришить и завязать бантик. Значит, можно его носить как застежка спереди, и можно носить как с застежкой сзади. Вот. Значит, вот так будет воротник. Ну, по вашей форме выреза. Вот. Это спереди. Ну, можно вот так. В общем, полет фантазии. Также этот узор можно использовать для вязания по кругу. Связать там блузку какую-то, кофточку, даже свитер можно связать. И использовать этот узор для кокетки. Вязать буду спицами Ади. 2 миллиметра. Как отмерить нужное количество нити, чтобы не было ни меньше, ни больше. Оставляем хвостик. И на спице делаем 10 оборотов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот эту часть укладываем. Вот мне надо набрать 93 петли по моим расчетам. То есть 9 раппортов, 2 кромочные и 1 для симметрии. И теперь складываем. Это уже 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
На всякий случай проверьте количество ниток. Так, 3. Пять. И вот 4, 9. И на всякий случай для подстраховки еще немного возьмите. И вот эту часть убираем вправо. А с левой стороны нитка от клубка. Так, первую петлю делаем вот таким методом. Затем вяжем, как обычно, классическим набор. Затем большой палец переносим внутрь. И также провязываем. Теперь классическим. Теперь большой палец переносим внутрь. Классическим методом. Большой палец переносим внутрь. И вот у нас получаются вот такие протяжки. Это будет лицевая сторона. А это изнаночная. Количество петель вы должны набрать по своему расчету, чтобы делилось на 10 плюс 1 для симметрии и плюс 2 петли кромочные. То есть мне всего нужно набрать 93 петли. После того, как набрали петли, вяжем 3 ряда резинкой 1 к 1. Я вяжу изнаночную классическим методом. Вы вяжите, как вы привыкли. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Это у нас будет первый ряд. Затем вы провяжете второй и третий. Итак, провязала я 3 ряда резинкой 1 к 1. Дальше нам нужны маркеры. Вот есть такие фабричные маркеры. Я уже показывала это неоднократно. У кого нет фабричных маркеров и вы боитесь их растерять, берем трубочки для коктейля и нарезаем колечки. Колечки режьте не широкие. Вот. И можно использовать, и не жалко потерять. И теперь мы с вами будем вязать уже узор. Кромочную снимаем и 1 петлю провязываем лицевой. Ставим маркер. Далее вяжем 2 лицевые. Две петли вместе с наклоном вправо.
накид, лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, одну петлю снимаем, следующую провязываем и на нее надеваем снятую. 3 лицевые. И смотрим. В раппорте у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 петель. И опять вяжем 2 лицевые, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, одну петлю снимаем, вторую провязываем и на нее надеваем снятую. 3 лицевые. Ставим маркер. Итак, вяжем до конца ряда. Довязала я первый ряд до конца, нечетный. Второй ряд четный, вяжем изнаночными петлями. Вяжите так, как вы привыкли. Желательно считать петли, чтобы не потерять накиды. Считаем, это кромочные. 1, 2, 3, 4, 5. 10 петель. Все правильно. И так вы вяжете до конца ряда. Вяжем третий ряд. Кромочную снимаем. Лицевую до раппорта провязываем лицевой. Маркер переснимаем. Далее вяжем 1 лицевую, 2 петли вместе, лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые. Опять накид, 2 петли вместе, лицевой с наклоном влево, 2 лицевые. Раппорт закончен. Итак, вяжем до конца ряда. В каждом раппорте 10 петель. Следующий четный ряд вяжем точно так же, как вязали второй ряд, то есть только изнаночными петлями. Вяжем пятый ряд. Кромочную снимаем. Лицевую перед раппортом, перед маркером провязываем. Лицевой. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 5 лицевых.
накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Одну снимаем петлю, вторую провязываем и на нее надеваем снятую. 1 лицевая. Раппорт закончен. В этом ряду, в 5-м, тоже 10 петель. Вяжем до конца ряда. 6-й ряд разворачиваемся и вяжем изнаночными петлями. Вяжем 7-й ряд. Кромочную снимаем. Теперь мы должны провязать 2 петли вместе с наклоном вправо. Маркер убираем. И провязываем 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. И эта петля уходит в правую сторону. Дальше вяжем накид, 3 лицевые. Вот, дошли мы до центра. Накид. Центральная петля будет скрещенная, то есть провязываем за заднюю полупетлю. Накид, 3 лицевые. Накид. Теперь мы должны провязать 3 петли вместе, причем вторая петля должна быть сверху. 2 петли снимаем, 3-ю провязываем и на нее надеваем 2 снятые. И теперь ставим маркер. Вот у нас раппорт начинался с накида. Здесь мы тоже делаем накид. 3 лицевых. Накид. Скрещенная. Накид. 3 лицевых. Накид, 3 петли вместе. И теперь ставим маркер. Итак, вяжем до конца ряда. И в конце ряда я вам покажу, как закончить этот раппорт. В каждом раппорте 12 петель. Считаем, проверяем себя. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Заканчиваю я 7-й ряд. Вот последний раппорт остался. Мы его вяжем практически так же, как и предыдущие. Накид, 3 лицевых, накид, скрещенная, накид, 3 лицевых, накид. Но в конце провязываем 2 петли вместе с наклоном влево. И кромочная. Значит, мы здесь вязали 2 петли с наклоном влево, а в начале ряда вязали
2 петли вместе с наклоном вправо. Вот и все отличие. А количество петель то же самое. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 и кромочная. 8 ряд. Вяжем все петли изнаночными. Вяжем 9 ряд. Кромочную снимаем. Лицевая. Маркер переснимаем. 2 лицевые. 2 петли вместе. Лицевой с наклоном вправо. Одна лицевая. И вот перед этой центральной делаем накид. И провязываем скрещенную. Опять накид. Лицевая. 2 петли вместе с наклоном влево. 3 лицевые. Маркер пересняли. Еще раз. 2 лицевые. 2 петли вместе с наклоном вправо. Лицевая. Вот здесь лицевая будет. Перед центральной накид. Центральную провязываем скрещенной. Накид. Лицевая. 2 петли вместе с наклоном влево. 3 лицевые. Итак, вяжем до конца ряда и считаем, сколько у нас тут петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 9 ряду 12 петель в каждом раппорте. Заканчиваем ряд и вяжем другой ряд изнаночными петлями. Вяжем 11 ряд. Кромочную снимаем. Провязываем лицевую. Маркер переснимаем. Далее 1 лицевая. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. 2 лицевые. 1 накид. 1 петля скрещенная лицевой за заднюю полупетлю. Накид. 2 лицевые. 2 петли вместе с наклоном влево. 2 лицевые. В 11 ряду 12 петель. Проверяем. Маркер. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вяжем до конца ряда. Следующий ряд вяжем изнаночными петлями. Вяжем 13 ряд. Кромочную снимаем. Лицевую до маркера провязываем. Маркер переснимаем. 2 петли вместе с наклоном вправо. 3 лицевые.
накид. Вот центральная. Провязываем лицевой скрещенный за заднюю полупетлю. Накид. 3 лицевые. 2 петли вместе с наклоном влево. Одна лицевая. Раппорт закончен. Считаем. В раппорте 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 петель. Вяжем ряд до конца и затем вяжем изнаночными петлями четный ряд. Вяжем 15 ряд. Кромочную снимаем. 2 петли нам нужно провязать вместе лицевой с наклоном вправо. Одну снимаем, маркер убираем, 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо. И ставим маркер. Накид. 4 лицевые. Накид. Скрещенная лицевая за заднюю полупетлю. Накид. 4 лицевые. Делаем накид, и 3 петли нам нужно провязать вместе. 2 петли снимаем. Так, накид не теряйте. Маркер снимаем. Провязываем 3-ю. На нее надеваем 2 снятые. И надеваем маркер. И начинаем следующий раппорт с накида. 4 лицевые. Накид. Скрещенная лицевая за заднюю полупетлю. Накид. 4 лицевые. Накид. 3 петли вместе. 2 снимаем. Маркер снимаем. Провязываем лицевой. Надеваем 2 снятые. И надеваем маркер. В этом раппорте 14 петель. Проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так вяжем до конца ряда. И последний раппорт я вам покажу, как заканчивать. Вяжем последний раппорт. Накид. 4 лицевые. Накид. Скрещенная лицевая за заднюю полупетлю. Накид. 4 лицевые. Теперь делаем накид и 2 петли провязываем вместе с наклоном влево. И кромочная. Проверяем.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В последнем раппорте тоже 14 петель. 16 ряд вяжем изнаночными петлями. Вяжем 17 ряд. Кромочную снимаем. Провязываем лицевую до маркера. Маркер переснимаем. Далее лицевая, накид, 5 лицевых. Перед этими петлями делаем накид, вяжем лицевую скрещенную за заднюю полупетлю. Накид, 5 лицевых. Накид, 2 лицевые. В 17 ряду в каждом раппорте 18 петель. Проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вяжем до конца ряда и следующий 18 ряд вяжем в обратном направлении изнаночными петлями. Вяжем 19 ряд. Кромочную снимаем. Теперь нам нужно провязать 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Так, маркер снимаем. Провязываем 2 петли вместе с наклоном вправо. И маркер надеваем обратно. Дальше вяжем накид, лицевая, накид. Ну вот здесь хорошо видно, что теперь у нас пойдет 2 петли вместе с наклоном влево. Есть. Накид не теряйте. Далее 9 лицевых. Две петли вместе с наклоном вправо. Накид, 1 лицевая, далее делаем накид, и 3 петли нам нужно провязать вместе. Значит, 2 петли мы снимаем, маркер тоже снимаем, провязываем 3-ю петлю. На нее надеваем 2 снятые. И теперь надеваем маркер. И начинаем опять с накида. Накид. Вот это у нас будет лицевая. Опять накид. И 2 петли с наклоном влево. И так вяжем. Значит, в 19 ряду в одном раппорте. Проверяем, сколько петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 18 петель. И так мы вяжем до конца ряда.
конце ряда вот эти 2 петли провяжем с наклоном влево. Заканчиваем 19 ряд. Вот я провязала 9 лицевых петель. Далее также делаем наклон вправо, накид, лицевая, накид. И эти 2 последние петли провязываем вместе лицевой с наклоном влево. Кромочная. Так, 20 ряд вяжем изнаночными петлями.